Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Не так давно мы с вами уже обсуждали, что в апреле планируется глобальное обновление до версии 4.4.0. О глобальности этого обновления говорит как Ренан Гальвани, так и сами Konami. Но из-за расплывчатого описания контента, который может появиться в апреле, сказать трудно, что именно нам стоит ожидать, какие функции появятся или что именно изменится с этим обновлением. Но в лишний раз мы можем обратиться к предыдущим слухам, которые фигурировали еще пару-тройку месяцев назад, которые относительно реальные, но своего воплощения еще не получили. И наверняка некоторые из вас догадались, но я говорю про обмене карточками в eFootball. Об этом мы говорили всю осень, на данный момент мы этого все еще не увидели, но вполне возможно, что в недалеком будущем действительно получим нечто аналогичное в игре. Об этом сегодня и предлагаю поговорить. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Для полного понимания и, так сказать, контекста, вернемся к осенним слухам, которые фигурировали в комьюнити. Тогда же все то же самое Ренан Гальвани сообщил, что в eFootball планируется возвращение механики из серии PES. А если вы ее не застали или банально не играли в MyClub точно так же, как и я, то там присутствовала система обмена карточек. Когда карточки ЗГПшки, или если они не были ЗГПшки, то карточки из белых-серебряных мечей тогдашних паков, при наличии пары-тройки дубликатов таких карточек можно было обменять на какую-то более сильную карточку. И тогда Гальвани заявлял, что нечто похожее мы рано или поздно увидим в eFootball. С того момента прошло уже достаточно времени, в игре пока что ничего подобного не появилось, чего не скажешь про китайскую версию игры. Да, как и всегда, Китай впереди планеты всей, у них там и контента много, и разных механик навалом, точно так же, как и куча возможностей, которые мы не наблюдаем ни в японской версии, ни уж тем более в глобальной. Речь идет об СБЧ, точнее об аналоге данного режима из FIFA-FK25, поскольку формат СБЧ там присутствует достаточно давно, и, судя по всему, нечто подобное появилось в китайской версии игры. Как и всегда, скриншотами делятся пользователи из Твиттера, к сожалению, видео с этим СБЧ мы не получили, поэтому приходится основываться только вот на данных скриншотах. Но уже на них мы можем заметить, что в игре предусмотрена своеобразная функция, где при обмене полноценного состава мы можем получить шоутаймовскую карточку Маркиньоса. Опять же, по сути, все то же самое, что присутствовало в FIFA, и теперь вроде как все еще остается в FK. Когда нам нужно собрать конкретный тематический состав, будь то конкретная команда, конкретная лига или партнеры по предыдущим командам, благодаря чему мы получим конкретную, в принципе, более-менее сильную карточку. Конечно, это немного не стыкуется с предыдущими слухами о том, что вот функция обмена должна напоминать нечто похожее, что было в серии PES, но опять же, как я говорил тогда и отмечали другие пользователи, подобную функцию, именно функцию обмена дубликатов, на данный момент представить сложно. Да, у пары-тройки пользователей наверняка есть какие-нибудь дубликаты того же самого эпического Дрогба, каких-нибудь анимешных карточек, потому что была возможность их пару раз забрать. Но в глобальном смысле дубликатов не так уж и много, поэтому, опять же, возвращение функции с обменом дубликатов в том виде, в котором это было тогда, в нынешних реалиях представить достаточно сложно. А вот формат СБЧ, во-первых, мало того, что выглядит очень даже интересно, во-вторых, какое-никакое разнообразие и лишняя возможность обзавестись интересной карточкой, которой бы некоторые фри-то-плейные игроки, например, не обзавелись бы. Ну и, конечно же, небольшой элемент менеджмента, потому что формат СБЧ требует жертв некоторых карточек. Насколько я знаю и в целом понимаю, как это все происходит в FIFA, там зачастую жертвуются именно ненужные карточки, которыми особо не играют, которые конкретно вылавливаются и
приобретаются для будущего слива в СБЧ, но поскольку у нас в eFootball не так много паков разнообразных, у нас нет трансферного рынка, скорее всего, некоторым игрокам придется отдавать либо своих резервистов, либо и вовсе основных игроков. Опять же, если речь идет не про донатные составы. Но с другой стороны, не стоит забывать, что это появилось и, судя по всему, уже существует в китайской версии игры, а там и без того немало функций и нововведений, которых в глобальной версии мы не наблюдаем ни раньше, ни сейчас и, скорее всего, в будущем также не увидим. Поэтому наличие там аналога СБЧ как FIFA далеко не гарантирует, что нечто подобное появится и у нас. Хотя, не буду того отрицать, было бы очень даже интересно и на самом деле очень даже здорово. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Не забывайте поддерживать это видео своей активностью, поскольку именно благодаря вашему активу ролики продвигаются YouTube, и обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Я же всех благодарю за просмотр этого ролика, желаю вам всем удачи и услышимся в следующих видео. Всем пока!